Всем привет, дорогие друзья, с вами Кент. Сегодня с вами поиграем в игру под названием Subnautica. Игра по подводные приключения про то, как падает наш космический корабль, и мы пытаемся выжить на необитаемой планете. В игре 4 режима: выживание, свободный режим, хардкор и креатив. Выбираем хардкор. Тревога! Есть вероятность повреждения фюзеляжа. Всему экипажу немедленно покинуть корабль. Запуск через 3, 2, 1. Нормально нас так ударило. О, горим все. А чё горит? Мы железо тут. Выходи. Да выходи давай, сейчас горишь. Эх, ё-моё, все полыхает. Дайте огнетушитель. Дай. Быстрее, дай. Давай, все, туши, давай. Сейчас горит тут все, фига. Да не гори, ты сам. Тихо. Тихо, все, спокойно. Потушили. Так, чё? Кнопочка. Загрузка в аварийном режиме. Вы получили легкую травму головы. Это можно считать оптимальным исходом. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой: сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Пожалуйста, прочтите подробные советы по выживанию в базе данных. Удачи! Спасибо, никогда читать не буду. При нажатии кнопки F1 мы можем видеть, сколько мы уже выживаем в нашем мире. Этот мир начинается у нас с отметки 0.43. И все же, день первый. Немного поясню. Сутки в этой игре длятся ровно 20 минут. Как только мы вылазим с нашей спасательной капсулы, мы видим наш космический корабль, на котором мы разбились. И сразу нас встречают позитивные новости. Фюзеляж Авроры разгерметизировался на орбите. Причина неизвестна. Выжившие не... С первых дней я начал обдумывать план действий, а именно, с чего начать и что делать нам последующие 100 дней. Так как это хардкор, нам всегда нужно следить за кислородом, а иначе мы просто задохнемся под водой в первые же дни. Заплывать в пещеры или опускаться на большую глубину я не могу по двум причинам. Первое, у нас нет баллонов с воздухом, а второе, у нас нет морского глайдера. А без него движение очень медленное, из-за чего мы можем просто не успеть подняться на поверхность ради кислорода. Вернулся в шлюпку, я скрафтил нож, сканер и баллон с воздухом. После чего сразу поплыл сканировать фрагменты. Чертеж. Полночи я не вдуплял, что делать, а потом скрафтил морской глайдер. И теперь наше передвижение в 2 раза быстрее. День 2. На утро со своим новым глайдером я отправился за ресурсами для строителя. Скрафтил строитель и отправился на строительство базы. Наметив местечко, сразу начал строительство. И построил шкаф для ресурсов, потому что в спасательной шлюпке уже не было места. Изучил сборщик транспорта и принялся за его строительство. А по пути нашел сверхскользкие ласты. Грех было проплыть мимо, поэтому я изучил рядом лежащие обломки мотылька. День 3. Ночью я скрафтил переносной сборщик транспорта. Разложил его и сразу принялся за постройку мотылька. Немного ресурсов, и вот он, мотылек, уже у нас. Как говорит в КПК, мотылек — это маленький и маневренная субмарина, с помощью которой можно безопасно передвигаться. Построил прямо у нас на базе изготовитель, чтобы не плавать больше в шлюпку. И сразу же сделал ремонтный инструмент, с помощью чего мы сможем чинить наш мотылек и чинить всякие разные предметы. Я сразу пошел к нам на шлюпку и починил саму систему. Также после этого я починил радио и услышал сигнал. Говорит Аврора. Сигнал бедствия получен. Спасательная команда будет отправлена Радио по вашим онлайн. координатам. Аварийные сигналы бедствия. 9,
9, 9, 9 часов. Производится сканирование частот в поисках экстренных передач от других капсул. Посмотрел на солнечное затмение, наступила ночь, подобывал ресурсы и отправился на мотыльке в путешествие. Посмотрел на Европу и ушел. День 4. В грибном биоме я относительно находил только запчасти и всякие чертежи. Но потом, самое ужасное и самое грустное, что я нашел в этом биоме, это была радиация. После чего я вернулся на базу. Скрафтил радиомаяк, чтобы отметить базу на карте. Построил радио прямо у себя дома и сразу получил сигнал. Воспроизведение предварительно записанного сигнала бедствия. Это Оззи из кафетерия. Что за херня, ребята? Нам не говорили, что такое может произойти. Нашу капсулу чуть не раздавило мотыльком при падении. А теперь мы висим на краю пещерной системы, и эта жуткая змееподобная тварь пытается прогрызть обшивку. Заберите меня отсюда. Я сразу приплыл на помощь, но явно уже было поздно. Я заплыл внутрь, все было разгрызано, забрал у КПК и уплыл. Я спокойно изучал все лежащие фрагменты, но потом неожиданно произошло это. Когда я плыл на базу, мне пришло сообщение. Реактор достигнет сверхкритического состояния через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Противорадиационный костюм был добавлен в базу данных чертежей. Новый чертеж. Посмотрев на взорванную Аврору, я вернулся на базу и послушал сообщение. Добро пожаловать на борт. Говорит спасательная капсула 6. Здесь на борту пассажир. Координаты прилагаю. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Капсула 6. Конец связи. День 5. Конечно же, я никому не помог, а просто поплыл дальше исследовать фрагменты. Так, мотылёк, чё, чинить надо? А, собака, отстань от меня, уйди отсюда, уйди. Так, ножом, на. Уйди отсюда, я тебя зарежу, до смерти зарежу, я тебя шашлык сделаю из тебя. На. Все, мотылёчек, бедненький, иди сюда. Пошел вон. Давай, бедненький, я тебя починю, бедненький мой маленький. Я вернулся на базу и сделал противорадиационный костюм, чтобы радиация больше нам не мешала в наших исследованиях. День 6. На 6-й день я перестраивал свою базу, добавил 2 коридора, угловой отсек и построил стыковочную шахту для нашего мотылька. После этого все началось топить на базе из-за того, что конструкция была не крепкая. Мне пришлось построить усиление корпуса, и после этого все стало нормально. На 6-й день ничего интересного не произошло, поэтому день 7. На 7-й день я решил отправиться в путешествие в заднюю часть Авроры, потому что там был таинственный туман. Я решил туда сплавать и посмотреть, что же там все-таки находится. Под нами была бешеная глубина, а под этим туманом находилась капсула 19. Было все очень непонятно. Но в один момент, когда я подплывал к туману, неожиданно туман рассеялся. И я увидел остров, суша, в игре про одну воду.
После полного осмотра я вернулся на базу. Построил грядки прямо на базе и посадил туда семена, которые я взял на острове. И построил к нам многоцелевую комнату. После чего я поставил окна и везде поставил живые стены. Построил аквариум и поналовил рыбок в него. Неожиданно я снова получил радиосигнал. Приоритетное сообщение со спасательной капсулы 13 Авроры. Координаты прилагаются. В спасательной капсуле находится высокопоставленный пассажир монгольских штатов. Немедленно отправьте данные о возможной смерти. Приоритетное сообщение со спасательной капсулы 13. Конечно же, я немедленно отправился на поиски. Нашел я только КПК, а значит смерть. И настал день 9. Реализован новый чертеж. Надежный источник энергии – необходимый шаг к автономному существованию. Возможно, вам стоит заносить свои достижения в фотожурнал, чтобы он вдохновлял вас в минуты отчаяния. Ну что ж, ребята, наша серия подходит к концу. Я решил забраться на шлюпку. Здесь серия началась, здесь она и закончится. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а мы заканчиваем.